Утро в Нью-Йорке начиналось спокойно. Сквозь стеклянные стены отеля «Гранд Лексингтон» золотился свет, отражаясь от пола, натертого до блеска. Дэниел Харпер, директор технологической корпорации Neovio Systems, шел через вестибюль с видом человека, у которого нет времени на мелочи. Но его шаг замедлился, когда он заметил девочку лет 12, сидящую в кресле у ресепшена. Ее звали Эми Картер. На коленях лежала книга, из потрепанного рюкзака выглядывал учебник языка жестов. Старая кофта и потертые кеды выделялись на фоне роскоши холла. Дэниел нахмурился и позвал охранника. Через минуту Эми уже стояла на улице. Ее мать убирала туалеты на 20-м этаже. Девочка просто ждала, пока та закончит смену. 3 часа спустя именно эта девочка оказалась тем, кто спас карьеру Дэниела. В конференц-зале на верхнем этаже шли переговоры с японским инвестором Кёнджи Такумой, сделка на $1 миллиард. Но случилась ошибка. Переводчик жестового языка не пришел, а Такума был глухим. В воздухе повисла тишина, когда он собрался уходить. И вдруг в зал вошла Эми. Ее привела сотрудница, узнав, что девочка учит язык жестов. Сначала все удивились, потом замерли. Эми подняла руки и начала подписывать, неловко, с ошибками, но искренне. Такума остановился. Через минуту он улыбнулся. Переговоры продолжились. 1,5 часа спустя контракт был подписан. Сделка состоялась, а Эми стала героем дня. Дэниел впервые посмотрел на нее иначе, не как на дочь уборщицы, а как на человека, который сделал то, чего не смог никто другой. Через неделю Эми и ее мать Сьюзан пригласили в офис. Руководство оплатило Эми обучение в частной школе, а Сьюзан повысили до менеджера по обслуживанию. В отеле появилась программа Bridge Hope, где каждому сотруднику давали шанс расти и учиться. Через несколько лет Эми выступала на конференциях, рассказывая, как однажды язык жестов связал людей, разделенных тишиной. Ее имя знали по всей стране, но она всегда возвращалась в тот самый холл отеля, где все началось. На стене теперь висела табличка. Здесь 12-летняя Эми Картер напомнила миру, что видеть значит слушать сердцем. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.